Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на неделю с 22 по 28 июня. Давайте посмотрим, что стрельцов ожидает. Какие карты сегодня выпадут стрельцам и что интересного произойдет у вас на следующей неделе, к чему вам нужно быть готовыми. Я напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Поэтому пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы. Мне будет очень приятно узнать вашу точку зрения, ваше мнение. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Более того, под этим видео в закрепленных сообщениях вы можете увидеть акцию, такой бонус, который я сейчас делаю. Если будет время, каждую неделю буду делать. Это нумерологический разбор даты рождения, поэтому пишите активно свои даты рождения под этим видео или на вкладке сообщества. Я там тоже оставляю сообщения, да, и, соответственно, если ваша дата выйдет в победители, то я, соответственно, ее разберу. Кому это интересно, также можете, да, поучаствовать. Итак, давайте посмотрим. Нас интересуют стрельцы, интересуют они именно в период с 22 по 28 июня. Какие карты нашим огненным стрельцам выпадут на следующую неделю? Давайте посмотрим. Начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем, мы на каждый день недели достанем по одной карте из каждой колоды соответственно. Итак, понедельник. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта, которая у вас есть, это карта семерка кубков. Не знаю, здесь называется иллюзорный успех. Возможно, вы действительно себе очень многое нафантазировали, напланировали, напридумывали. Возможно, придумываете в этот день. То есть вы здесь много фантазируете, строите каких-то иллюзий, возможно, каких-то планов, которые у вас могут быть, или какой-то выбор, который у вас якобы есть, хотя его, может быть, нет. Также вы можете столкнуться с ситуацией, где в целом есть разные варианты, и вы не знаете, какое решение лучше принять. То есть как будто несколько возможностей, и вы боитесь ошибиться, какую из возможностей выбрать, какая из них будет лучше. Возможно, вы по императору здесь выбор какой-то совершаете касательно этого императора, это человек знака-Овен, либо в целом такая мужская фигура в вашей жизни, возможно, здесь это касается какого-то мужчины, да, вашего мужа, ваших отношений, там, вашей второй половинки по императору. В целом семерка кубков, она о трудностях, которые здесь могут также возникать, если вы выступаете в роли этого императора. То есть если может быть какой-то иллюзорный успех вас как императора, когда вы себе пририсовали те качества или те заслуги, которых у вас еще нет, к примеру, по императору, и думаете об этом именно так. Император, он как будто бы, да, выше сидит, далеко глядит, соответственно, да, и может какие-то решения принимать свысока, глядя на ситуацию, как будто бы я лучше знаю, я лучше понимаю, я очень амбициозный, авторитетный, да. И вот вы себя можете чувствовать и ощущать таким, но это может быть немножечко иллюзорным, надуманным, придуманным для вас, поэтому нужно быть в этом отношении, конечно же, немножечко осмотрительнее, потому что семерка кубков, она все-таки больше про иллюзии и про витание в облаках. И карта императора, она следующая, также у вас повторяется еще и во вторник и показывает, собственно, да, либо вас в роли этого императора, либо общение такое с вот этим вот человеком, с этим императором для вас. Может быть, вам здесь какие-то предложения делаются, какой-то вариант вам нужно выбрать, соответственно, и это делает этот император. Ну, во всяком случае, здесь достаточно интересное такое сочетание. Император акцентно повторяется 2 раза. Тут же еще императрица, то есть, по сути, это такое
желание прийти к гармонии и к гармоничному состоянию, потому что император, императрица — это как инь и янь, да, то есть это единая целая такая дуальность, когда есть темное, то есть черное и белое, да, когда есть добро и зло, то есть какая-то вот вам нужна вот эта целостность и единство двух противоположностей, женского и мужского, возможно, проявление в вас этих качеств, когда вы не только выступаете в роли руководителя или человека, который вот пытается диктовать правила, а человека, который по императрице еще и умеет правильно доносить свою точку зрения, как-то делает это более мягко, и по императрице более женственно, что ли, да, то есть проявляет больше вот этой вот энергии тепла, материнской заботы, внимания по императрице. Может быть, что-то связанное с вашими родителями или с вашими отношениями, если, да, речь идет и о императоре и императрице, то есть какие-то такие вот здесь важные вопросы, которые вы решаете в вашей паре, к примеру, да, где важно единство ваших мнений, вашего какого-то вот единого согласованного решения, где вы должны прийти к единому целому. Дальше идет карта восьмерка пентаклей, работа над чем-то, достаточно усердная работа, которую вы можете здесь проявлять. Кстати, можете, правда, здесь какую-то работу выполнять и настроены быть на успех, то есть вы выполните эту задачу, вы за нее получите деньги. Но при этом карта башня здесь, она показывает, что что-то может пойти не так в ваших делах или в вашей работе, что-то может быть не совсем успешно или удача не совсем на вашей стороне, то есть что-то здесь могло не сложиться, как вам бы хотелось. И еще одно значение, один момент, может быть прозрение, озарение в работе. Когда вы выполняете какую-то работу, и к вам приходит идея, которая раньше не приходила, какое-то хорошее решение, которое, соответственно, здесь появляется у вас, потому что вы по-другому увидели ситуацию, по-другому что-то узнали, да, здесь такое, что можете потом апплицировать в своей работе, соответственно, применять. Поэтому карта башни не всегда несет что-то разрушительное, да, что-то негативное, но в любом случае нужно быть осторожнее. Карта рыцаря кубков, карта водной стихии, может показать общение с водным знаком зодиака. К тому же здесь у вас еще и королева кубков идет в конце недели, которая действительно может говорить про какие-то чувства или эмоции, которые будут брать верх, преобладать у вас в конце недели. И здесь появляется по восьмерке кубков сомнение в том, а смогу ли я, а сделаю ли я так, как я раньше хотела или хотела, то, что меня вдохновляло, да, то есть по этому рыцарю кубков, возможно, вы начинаете чувствовать, да, как будто бы какой-то страх из-за чего-то, что вы не знаете, или в чем вы не можете разбираться до конца. Думаете, что что-то от вас скрыто и что-то непонятно, неясно, и вы не можете полностью этой системе оперировать, да, полностью здесь принимать каких-то решений. Могут быть переживания из-за водного знака зодиака или из-за каких-то ваших чувств здесь, которые могут быть ранены, задеты. И королева кубков, которая здесь также есть в конце недели, именно в пятницу, рабочей недели, имеется в виду королева кубков, и вместе с девяткой жезлов показывает, что вы как будто хотите себя защитить, оградить от чего-то, что вас может ранить или ранить кого-то из ваших близких. То есть тем самым вы, защищаясь, защищаете свои чувства, стараетесь, чтобы не ранили вас эмоционально сильно глубоко, и тем самым проявляете силу, настойчивость в том, что вы делаете. То есть все равно не опускаете руки, продолжаете делать что-то, потому что верите, да, в результаты, с упрямством выполняете какую-то задачу, какой бы она ни была, возможно, да, готовы защищать то, что вы любите, или тех, кого вы любите. Карта принцессы Пентаклей, земная стихия, может быть общение с земным знаком зодиака, это девы, тельцы или козероги, может быть младше вас, потому что все-таки это паж. Но и также могут быть по девятке Пентаклей, по принцессе Пентаклей какие-то успешные финансовые здесь события, когда вы получаете какие-то выплаты, успешно выполняете какую-то задачу, получаете вознаграждение, то есть в целом успех на вашей стороне, который здесь может быть, и также шанс на успех, который вам дается из-за того, что вы усердно чем-то занимались и достаточно решительны были, то есть не отступали назад. И тройка пентаклей, которая тоже есть еще и на воскресенье, показывающая вашу настойчивую работу над чем-то, с вовлеченностью, с интересом, с верой в результат, который вы получите по факту в результате, да, в итоге. То есть по тройке пентаклей
вместе с шестеркой пентаклей, тоже success, успех, успех от совместной работы, успех от, в принципе, того дела, в которое вы вкладываетесь, над которым вы работаете. То есть вы выполняете какие-то начальные, может быть, этапы, и возникали сомнения, правильно ли я делаю, точно ли это для меня. Да, скорее всего, для вас, даже если какие-то неудачи были в самом начале, но они временные, и они для того, чтобы вы сделали какие-то выводы или по-другому посмотрели на вещи по карте башни, чтобы у вас пришло озарение и понимание, как нужно, как правильно или как лучше вот в подобных ситуациях поступать. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для стрельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!